Пружину из недеформированного состояния растянули сначала на 10 см, а потом на 15 см. Коэффициент жесткости пружины 800 ньютонов на метр. Насколько потенциальная энергия деформированной пружины во втором состоянии больше, чем в первом? Так известно, что пружину сначала растянули на 10 см. Мы пишем дельта L равно 10 см. Это первый случай. А потом на дельта L2 равно 15 см. Коэффициент жесткости пружины К равно 800 ньютонов на метр. Спрашивается, насколько потенциальная энергия во втором случае, W2, больше потенциальной энергии в первом случае. На вопрос. Потенциальная энергия растянутой пружины равна вот такому значению. W равно 1/2 коэффициент жесткости умножить на x квадрат, где x это значение, на какое растягивает пружину. Можно еще посмотреть файл такой, который более подробно объясняли. Это 0,05-0,07. Там детально рассказано, почему получается вот такая формула потенциальной энергии пружины в зависимости от расстояния, на которое ее растягивает. Итак, первый случай W1, когда пружину растягивает на 10 см, будет равна потенциальная энергия его будет равна 1/2 К, что умножить на дельта L1 квадрат. А вторая тоже же самое. W2 равна 1/2 К дельта L2 квадрат. Разницу посчитаем. W2 минус W1 будет равно, подставляем значение 1/2 К дельта L2 в квадрате минус 1/2 К дельта L1 в квадрате. Что можно вынести за скобку 1/2 К, получаем разницу квадратов по значению 1/2 К в скобочках дельта L2 в квадрате минус дельта L1 в квадрате. Теперь что? Теперь надо подставить эти значения, которые известны, и соответствующим образом преобразовать те значения, которые в вспомогательных системных сантиметрах, преобразуем в метр прямо здесь. Так пишем. Равна 1/2 К, это 800 ньютонов на метр, умножить на 800 ньютонов на метр. Здесь скобочка, что получается? Дельта L2 в квадрате. Получается первое, что дельта L2 15 сантиметров в квадрате минус 10 сантиметров в квадрате в скобках. Теперь можно вот таким образом это записать. 1/2 800 ньютонов на метр в скобочках 15 квадрат на сантиметр в квадрате минус 10 в квадрате тоже на сантиметр в квадрате. Сантиметр в квадрате вынесем за скобки, и мы получаем вот такое значение. 800 можно сразу разделить на двойки, чтобы у нас не было 400 ньютонов на метр. Здесь 15 в квадрате 225 минус 100, а тут сантиметры квадратные равно 400 ньютонов на метр умножить на сколько получается 125, а сантиметры квадратные 1 сантиметр это метр деленный на 100 квадрат. Вот так равно. Дальше будем преобразовать 400 ньютонов на метр умножить на 125 метры квадратные 100 квадрат. Что можно здесь? Квадратные метры вот эти сократить. Получается, что размерность ньютона на метр. 1/100 можно убрать. Будет равно 4 умножить на 125 разделить на 100 ньютона на метр. Джоуль. Или равно 4 на 125. 500 ньютон на метр это джоули. Делим на 100. Получаем 5 джоулей. W2 минус W1 будет равно 5 джоулей. Если мы сначала растянули ее на 10 сантиметров, а с этого момента вот она стала вот такой вот длины. Потом дополнительно еще растянули еще на 5 сантиметров получается. На 15. Вот так вот. Это пятерочка. Вот этих 5 сантиметров, которые разница нам. И дала нам разницу, прибавку энергии 5 джоулей.